Что на самом деле происходит за кулисами? Почему внезапное решение HYBE в отношении Тэхёна и Чингука вызвало столько вопросов? Раскройте скрытые подсказки, проведите глубокий анализ и найдите неожиданные поводы для напряжения в этом детективном повествовании, которое оставит вас равнодушными. Действительно ли мы понимаем, что происходит за закрытыми дверями индустрии развлечений, или просто видим намеренно брошенные на нас тени? Вопросы возникли после того, как появились слухи о том, что HYBE приняли неожиданное решение отменить запланированный дуэт Тэхёна и Чингука на предстоящем концерте Джина. Решение, кажущееся простым на первый взгляд, стало вызывать недоумение, когда начали всплывать небольшие фрагменты информации от сотрудников, стилистов и неназванных источников, словно фрагменты неразборчивого пазла. На фоне молчания HYBE все больше людей начали задаваться вопросом, не скрывается ли что-то намеренно. С тех пор, как появились новости, атмосфера стала странной. Мелкие детали, такие как перемещение менеджеров, изменения в расписании репетиций и перешептывания за кулисами, начали вызывать любопытство. Многие отмахнулись от них, посчитав домыслами, но начали проступать определенные закономерности, словно связывающие все красной нитью. Действительно ли это просто техническая проблема, или же замешаны куда более тонкие внутренние механизмы? В штаб-квартире HYBE бросается в глаза одно внезапное усиление секретности. Информация, которая когда-то была легко доступна сотрудникам, теперь ограничена, запечатана и доступна только определенным уровнем. Совпадение ли это? Многие задаются вопросом, что могло заставить HYBE занять такую оборонительную позицию, особенно учитывая, что новости о дуэтных тренировках не должны были вызывать споров. Наоборот, слухи о сотрудничестве Ви и Чингука для концерта Джина появились несколько месяцев назад, вызвав восторг фанатов. Но эти надежды были в одночасье разрушены внезапным решением, которое показалось слишком радикальным, чтобы быть просто техническим. Примечательно, что несколько сотрудников, участвовавших в подготовке концерта, дали одинаковый ответ на вопрос о ситуации «мы не знаем». Но то, как они это сказали, не было похоже на обычное невежество. При упоминании имен Тэхёна и Чингука следовали паузы, взгляды и даже избегание, как будто сами эти слова имели вес. Разве такой реакции недостаточно, чтобы вызвать у публики еще больше подозрений? Один источник, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что для пары была запланирована частная тренировка, но ее внезапно отменили всего за несколько часов до начала. Никаких подробных объяснений, никаких письменных уведомлений, лишь краткие указания. Запись отменяется. Не обсуждайте это. Почему то, что должно было стать особенным моментом, вдруг стало восприниматься как риск? Возникает другой вопрос. Почему это решение было принято так близко к концерту Джина, одному из самых эмоциональных и чувствительных событий как для участников группы, так и для фанатов? Если это было внутреннее решение, почему не решить его гораздо раньше? Почему это воспринималось как реакция на что-то более глубокое, что-то внезапное или то, о чем публика не должна была знать? Некоторые аналитики отмечают, что в последнее время политика HYBE, похоже, все больше защищает определенные взаимодействия между участниками BTS. Является ли это частью стратегии или формой контроля над повествованием? Когда речь идет о двух известных личностях, таких как Тэхён и Чингук, возникают серьезные опасения, что концерт Джина может сместить акцент. Но действительно ли это единственная причина? Или же HYBE пытается незаметно контролировать эмоциональный, личный или даже профессиональный аспект? Незадолго до появления новостей Тэхён был замечен покидающим репетиционную комнату раньше обычного. Сообщается, что Чингук отложил несколько коротких интервью по неустановленным причинам. Эти события сами по себе мало что значат, но в более широком контексте каждая деталь кажется потенциальной подсказкой. Готовились ли они к чему-то слишком важному, вынудив HYBE резко остановиться? Или компания пыталась послать более тонкий сигнал, который публика еще не поняла? Подозрения усилились, когда несколько крупных фан-сайтов внезапно удалили посты с упоминанием специального дуэта на сцене или неожиданного сотрудничества. Это произошло всего через несколько часов после первых слухов об отмене дуэта. Получили ли они официальный запрос или просто пытались избежать хаоса?
Никто не подтвердил ни то, ни другое. Что еще больше озадачивает, так это тот факт, что отношения Тэхёна и Чингука всегда были теплыми, естественными и братскими. Если бы их дуэт действительно был запланирован, это стало бы эмоциональным событием для фанатов и, возможно, даже для самого Джина. Так почему же HYBE отказались от такой блестящей возможности? Действительно ли дело было в сохранении фокуса концерта, или же внутреннее напряжение тихо затихало? Некоторые фанаты начали составлять подробные хронологии, связывая различные события, изменения в поведении, решения руководства и необычные знаки. Однако чем больше они узнавали, тем больше вопросов возникало. Складывается впечатление, что истина ускользает все дальше с каждой новой зацепкой. И среди всего этого хаоса один вопрос эхом разносится по фандому. Если на самом деле ничего не происходит, почему возникает ощущение, что что-то нужно скрывать? Дискуссия быстро распространилась, от фан-форумов до журналистов развлекательной индустрии и инсайдеров индустрии. Члены музыкального сообщества назвали решение HYBE необычным и провокационным. Они привыкли к изменениям в расписании или техническим правкам, но отменить дуэт, который уже прошел внутреннее одобрение – это редкость, особенно когда речь идет о двух артистах мирового уровня, таких как Тэхён и Чингук. На просьбу разъяснить ситуацию представитель HYBE дал краткое заявление. Все решения принимаются с учетом качества концерта и комфорта артистов. Это звучало профессионально, дипломатично и все же слишком обыденно для такого важного решения. Относилось ли комфорт к внутренним вопросам? Или же имелось в виду что-то более сложное, что-то, связанное с личными отношениями за кулисами? По иронии судьбы, излишне осторожные слова HYBE лишь усилили подозрения общественности. Когда компании слишком тщательно охраняют информацию, это часто сигнализирует о чем-то, чего они не хотят раскрывать. С того дня слухи не утихают. Сотрудники концертного зала заметили усиление охраны в некоторых репетиционных зонах. Доступ в звукозаписывающие комнаты стал ограничен. Свет, который обычно горел допоздна, теперь выключался раньше. Каждое из этих небольших действий, будучи связанными вместе, выглядело как фрагменты пазла, того, что публика не должна была видеть, но все же угадывалось сквозь трещины. По мере приближения концерта Джина давление общественности растет. Сделают ли HYBE еще одно заявление? Намекнут ли Тэхён или Чингук? Или вся эта тайна просто исчезнет, оставив вопросы без ответа? Но то, что произошло дальше, лишь усугубило путаницу. Несколько дней спустя атмосфера вокруг учебного корпуса HYBE изменилась. Она стала тяжелой, напряженной, почти зловещей. Воздух был сгущен невысказанным напряжением. Люди шли быстрее, говорили тише. Руководящий состав сам нес конфиденциальные документы, что они делали редко. Было ли это совпадением или частью более масштабной цепочки событий? На подземной парковке, куда артисты обычно проникают незамеченными, развернулась странная сцена. Сотрудник службы безопасности частично перекрыл доступ даже для собственных сотрудников HYBE, проверяя документы более тщательно, чем обычно. На вопрос об этом он ответил просто: «Это приказ сверху». Приказ для чего? И почему именно сейчас, сразу после скандала с дуэтом? Чем больше пытаешься связать воедино все детали, тем яснее становится, что что-то охраняется, что-то, что может быть истинной причиной такого внезапного решения. Главный вестибюль HYBE, когда-то наполненный смехом и легкой болтовней, теперь напоминает приемную больницы, тихо, напряженно и тревожно. Сотрудники обмениваются настороженными взглядами при каждом упоминании имен Тэхёна или Чингука, но никто не решается говорить открыто. Как будто в воздухе витает негласное правило – не болтать. Затем новое откровение еще больше накалило обстановку. Надежный инсайдер заявил, что концепция дуэта была гораздо более продуманной, чем представлялась публике. По сообщениям, она включала в себя сильные эмоциональные элементы, общие воспоминания, визуальные образы, иллюстрирующие их дружбу, и моменты, отражающие их творческий рост. Если это правда, внезапная отмена кажется еще более необъяснимой.
Зачем отменять то, что могло бы стать одним из самых эмоциональных моментов концерта Джина? Суждения усилились. Некоторые считают, что HYBE опасались, что выступление дуэта может затмить сольное выступление Джина. Другие предполагают, что недавнее взаимодействие Тэхёна и Чингука привлекли слишком много внимания публики, спровоцировав переосмысление даже со стороны огромного мирового фандома BTS. Пытались ли HYBE контролировать ход событий или предотвратить неверное толкование? Затем произошел еще один поворот. На закрытом форуме ненадолго всплыло короткое, зернистое видео, предположительно записанное стажером. На нем, похоже, кто-то, похожий на Тэхёна, серьезно разговаривает с менеджером, а Чингук стоит рядом, выглядя напряженным, но сдержанным. Звука не было, но выражения их лиц говорили сами за себя. Поклонники тут же засомневались, речь идет о дуэте или о чем-то более серьезном. Видео исчезло через несколько часов, форум был стерт, а аккаунт первоначального автора исчез. Вмешался ли HYBE, или автор поста удалил его из страха? Инцидент только разжег огонь страстей. Журналисты из мира развлечений начали копать, связываясь с менеджерами, персоналом, даже с командами по оборудованию, но все дали одинаковый ответ – нет информации о дуэте. Такая идеальная согласованность казалась слишком скоординированной, как будто навязывалось единое повествование. Однако один осветитель проговорился об одной поразительной детали. Он рассказал, что дополнительная сценическая конструкция, то, что он назвал «платформой для дуэта», была установлена, но демонтирована всего несколько часов спустя. На вопрос, почему, он ответил: «Мы не знаем. Нам просто сказали убрать ее до утра». Никаких объяснений. Никаких заметок. Просто срочность. Зачем демонтировать что-то так быстро, словно этого никогда и не было? Наблюдатели начали замечать закономерность. Творческий контроль HYBE над деятельностью BTS всегда был деликатным вопросом, особенно во время таких знаковых событий, как концерты камбэка. Если Тэхён и Чингук хотели исполнить что-то глубоко личное или нестандартное, возможно, HYBE посчитали необходимым провести черту. Но это остается лишь домыслами, никаких официальных данных, никаких подтверждений, лишь поток вопросов без ответов. Что делает ситуацию еще более интригующей, так это молчание двух центральных фигур. Тэхён выглядел спокойным в своем последнем интервью, хотя в его глазах казалось что-то невысказанное. Чингук, напротив, выглядел сосредоточенным, но чуть более сдержанным во время своего недавнего прямого эфира. Они намеренно держатся подальше от слухов? Или скрывают что-то, что пока не могут раскрыть? По мере приближения даты концерта напряжение нарастает. Сотрудники теперь избегают обычных тренировочных зон, где Ви и Чингук когда-то репетировали вместе. Комнаты были перераспределены, движения реорганизованы, как будто для предотвращения незапланированных встреч. Это превентивная мера или продуманная перезагрузка внутренней стратегии HYBE? Вопросы продолжают накапливаться, один за другим, и каждый из них мучительнее предыдущего.